Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня поговорим об арболите и опилкобетоне, утеплении пола. Утеплить пол арболитовыми блоками или выбрать монолитный опилкобетон. На этапе строительства или отделки дома большое внимание уделяют утеплению помещений. Потери тепла происходят через стены, потолки и полы. Особенно велики они для пола. Утепление пола в доме – главная задача. Она не только поможет сэкономить на отоплении, но и защитит ноги от переохлаждения. А для семьи с маленькими детьми это немаловажно. Начнем с физики. Существует такое понятие точка росы. Это такая температура, при которой окружающий в теплый воздух переходит в состояние конденсата или росы. Для помещения эта температура важна, так как более теплый воздух внутри здания остывает, проходя через пол и стены, по мере приближения к улице, к наружной стене. Тут возможно три варианта развития событий. Точка росы получается внутри помещения. Это самый нежелательный вариант, так как стены помещения будут отсыревать, а жильцы часто болеть и кашлять. Далее, точка росы снаружи помещения. В этом случае конденсат не успевает накапливаться, так как мгновенно испаряется с наружной, внешней стороны стены. Никакого вреда ни жильцам, ни строительным материалам, из которого изготовлена эта стена, не происходит. Это идеальный вариант. И еще один вариант, когда конденсат регулярно собирается в воздушных полостях материала стены. Чем более пористые материалы использованы, тем его больше. И создается идеальные условия для развития плесени и размножения бактерий, разрушающих стеновой материал изнутри. Чтобы исключить попадание точки росы внутрь пола, его делают достаточно толстым, оставляя как можно меньше пустот. Знание физических процессов потери тепла облегчит выбор материалов и поможет избежать основных ошибок строительства. В практике строительства домов в России наиболее распространены конструкции из дерева, кирпича и бетона. Ну и полы в доме, как правило, делаются из похожего материала, идентичного. Так какой материал, бетон, дерево или кирпич, обладает меньшей теплопроводностью? Ну, возьмем самый прочный материал, это бетон. Бетонный пол обладает самым большим коэффициентом теплопроводности. Где-то в районе 1,25, 1,75 Ватт. Самые маленькие потери тепла у деревянных перекрытий 0,1-0,38, но они менее долговечны и подвержены процессам гниения. Промежуточное положение занимает кирпич от 0,5 до почти до единички Ватт. Для разных материалов возможны одинаковые показатели теплопотери, но толщина их слоя при этом будет различаться. Толщина материала, в свою очередь, повлияет на объемы его закупки.
то есть затрат на покупки. Но и тут вполне может оказаться, что самого дешевого сырья понадобится значительно больше, а необходимое количество материала с доставкой в итоге обойдется дороже остальных. В этом случае правильнее и экономичнее использовать утеплитель. С его помощью легко снизить теплопроводность пола, не сильно увеличивая его толщину, ну а значит и затраты. В качестве утеплителей используются следующие материалы: арболит, керамзитобетон, каменная вата, пенополистирол, пеностекло, пенополиуретан жесткий и тому подобное. На основе древесной стружки создаются два утеплителя: опилкобетон и арболит. Опилки обладают самой низкой теплопроводностью. Присутствующий в составе опилкобетона песок снижает, ухудшает теплоизоляционные свойства материала. При заливке пола имеется в виду. Теплопроводность опилкобетона почти в 2 раза выше, чем у арболита, а значит для утепления пола его понадобится в 2 раза больше. Утепление пола арболитом со щепой улучшает естественную вентиляцию перекрытий. А вот обычные опилки не обладают нужной степенью пористости. Поэтому критерию опилкобетон тоже проигрывает. Смесь для опилкобетона легко изготовить самостоятельно. Существенное преимущество – это пол из опилкобетона своими руками сделать проще, чем из арболита. Хотя бы потому, что не нужно возиться с поиском правильной щепы и ее минерализации. Выгоден ли такой обмен? Вопрос, конечно, стоит. Один из недостатков обоих материалов – это боязнь влаги. Перекрытие дома из арболита или опилкобетона будет впитывать в себя влагу и накапливать ее внутри, что обязательно скажется на его теплопроводности. Хотя как влагу опилкобетон впитывает, так он ее и отдает. Изоляционные материалы позволят полностью устранить этот недостаток. В случае укладки опилкобетона на пол первого этажа под него раскладывают слой рубероида или пленки, тем самым отрезая от грунта. Если есть подвальное помещение, то утепление пола опилкосодержащим материалом лучше проводить снизу. При строительстве нового дома без подвала желательно сделать высокий фундамент. Опилкобетон на полы по грунту тоже подходит, если сделать качественную и современную изоляцию, своевременную. Верхние этажи также можно утеплять обоими материалами, но арболит намного легче и предпочтительнее.
В этом случае для утепления используют как блочные конструкции, так и монолит.